когда вы отекаете, нужно обратить внимание на почки. Если почки и мочеполовая система работает хорошо, то, скорее всего, у вас задерживается жидкость именно межклеточно в организме. И поэтому, когда я жил в Индии, а жил я там 9 лет, учился в Гуджаратском университете, в это время нас многие преподаватели аюрведы учили пить напиток. Вы берете пустой стакан, наливаете туда теплой воды сначала, добавляете туда, может быть, чайную ложку или полчайной ложки лайма. Не лимона, а именно лайма. Это такой маленький, вы знаете, наверное. Вот. Добавляете туда полчайной ложки сахара и примерно 0,3 чайной ложки соли. Размешиваете. И вот этот напиток, он может постоять немножко, остынуть до комнатной температуры. После этого в течение дня его хорошо пить. С одной стороны, он способствует тому, чтобы лишняя жидкость не выводилась из организма. С другой стороны, он способствует тому, чтобы лишняя жидкость не накапливалась в организме. Это одно из средств, которое помогает. Также для того, чтобы жидкости не накапливались летом в организме, очень важно пить в течение дня, в течение всего дня жидкости не холодные. И если вы сильно отекаете, нельзя есть никакую холодную еду. То есть все, что приготовлено, должно быть подогрето. Любые напитки должны быть или комнатной температуры, если мы говорим про лето, или же чуть-чуть теплее температуры тела. В этом случае жидкость не будет оставаться в организме надолго. И ни в коем случае нельзя запивать еду холодной водой. То есть вода со льдом или любые напитки со льдом. Это всегда способствует тому, чтобы жидкость накапливалась в организме. Также для того, чтобы жидкость не накапливалась, очень хорошо наладить обмен веществ. Конечно, это нужно было делать еще до лета, но тем не менее, если вы попадаете в такую ситуацию, причем каждое лето, очень хорошо попить травы, которые запускают внутреннюю циркуляцию жидкостей. В аюрведе это классический препарат Чандра Прабхавати. У меня этот же препарат называется Чандра Прабхавати Чурна. Я использую по пол чайной ложки 2-3 раза в день. Это дает хороший эффект. Вопрос, как долго к этому стремиться, то есть когда вы добьетесь результата. Это может занять некоторое время. Также во время лета, чтобы не отекать, не рекомендуется находиться под прямым солнцем примерно с 11 до 4 вечера. А если вы находитесь где-нибудь в теплой стране или в Азии, то, наверное, прямо с 10 до 5. То есть лучше гулять или загорать утром до 11 точно, или же вечером после 5, когда солнце не столь интенсивно. Следующий полезный лайфхак – это не заниматься спортом днем. То есть если вы привыкли к регулярным физическим нагрузкам, что очень хорошо для человека, который отекает, то лучше это делать до 11 или же после 5. Летом не рекомендуется заниматься интенсивным спортом, так как вы делаете осенью, весной или зимой, потому что интенсивный спорт будет способствовать накоплению жара, и это в дальнейшем может вызвать различные проблемы с кожей или проблемы с дисбалансом пита. Поэтому пробуйте уменьшить свою нагрузку или перейти на более какую-то лайтовую нагрузку, типа йоги, тайцзи-цюань, цигун или пилатес.